Всем привет! Приступили к отделке декор-зоны печной. Вот уже положили, значит, 6 полных рядов. Это клинкерная плиточка. Шов у нас 5 миллиметров. И, значит, приступали к обкладке таким образом. Вот здесь у нас, вот в этом месте, у нас стоял маячок. Его обязательно надо было поставить. Почему? Потому что из-за того, что там бревна, ну и получилось небольшие неровности, это самое выпуклое место. То есть мы вниз дали отметочку, да, вот отсюда, вот так вот к маячку. И вот здесь вот, где не мешает нам заниматься монтажом полного ряда печь сама, установили тоже подкладочки такие, положили первый ряд. Ну и, соответственно, подкладки остались стоять. Положил вот уже 6 рядов и там половина седьмого. Сейчас предстоит обкладывать вот эти вот два сегмента, один слева, другой справа. И тут немножко работа тормозится. Почему? Потому что придется что-то подставлять, чтобы выдержать все нули. Ну а соответственно вверх уже сейчас пойдет монтироваться гораздо быстрее. Здесь будет минимальный слой, то есть вот это вот выпуклое место, а дальше опять немножко плита минеритовая уходит туда. Сделать в идеале точно, значит, 0 не получилось. Почему? Потому что это все-таки сруб. Соответственно, ну вот так вот скачет. Вот, поэтому там под плитой стоят подкладки. И к нему прикручена минеритовая плита. Обкладочку делаем, значит, вот такую вот смесь. Замешиваем. Смесь состоит 50 на 50, значит, из кладочной штукатурной печи для печей каминов, жаростойкая печь. Вот это печник у нас такой продается, называется, да. И где-то тут у него, я уже не помню, вот 900 градусов, ну, выдерживает термостойкость его. Ну и плюс я 50% добавляю сюда обычного плиточного клея, только повышенной фиксации СМ11. Работа у нас продолжается, мы ее уже затопили. Труба уже приняла такой цвет совершенно другой, если вы заметили. То есть, ну, нагревалась, конечно, и там... Ну, шли естественные температурные процессы. Что по температуре? Топили сначала всякими обрезками, мусором, там каким-нибудь, ну как не мусор, а обрезки в основном, да, вот брусков, в смысле. Вот такие вот пособирали, разожгли и положили совсем немного нормальных хороших полен. Там, я не помню, по-моему, одно или два я положил. И буквально через 30-40 минут температура здесь уже была 50 градусов. То есть, ну, мы вот это делали специально для того, чтобы проверить, как она вообще у нас будет набирать температуру. Потом, естественно, когда поддувало мы прикрыли, то есть я увидел, что здесь, ну, повышенная, во-первых, здесь была влажность, потому что все это испарялось, это понятно. И потом она держалась и постепенно набирала. Где-то в течение часа уже было 60-65 градусов температурка. Вот такая. Поэтому такую вот процедуру надо было сделать. Сейчас мы закончим, значит, обкладку вот этой декор-зоны. Приклеим снизу вот эти вот, ну, вот эту вот фольгу металлизированным скотчем приклеим. И приступаем уже непосредственно к монтажу вагонки. Так что, кто следит за моим каналом, кому интересно, вы можете от начала до конца проследить, как это монтировалось, значит, как шел монтаж, как шел по этапам, как это все сделать. И это, я вам хочу сказать, благодаря некоторым каналам, которые хорошо, значит, представляют, как сделать сауну или парную самому. И у кого руки как бы растут с того самого нужного места, вот, то ничего бояться не стоит. И можно все делать своими руками. Потихоньку, потихоньку, вот, не допуская ошибок. Почему? Потому что я сталкивался с такими моментами, которые я объяснял, что вот доска не должна доходить до пола. Где-то вот так вот, чтобы она отсюда не начинала гнить. А мы были на объектах, где стоят плинтусы на полу деревянные, и они там через год, через два чернеют. Ну, соответственно, чернеет доска и все остальное. И потом
значит, пространство, которое находится под полком. Это труднодоступная тема, и я вам хочу сказать, человек в своем роде, особенно после бани, после парилки, значит, существо такое ленивое, то убирать там что-то, вытаскивать, там доставать, это не всегда и каждому, ну, один раз, два, потом, ай, ладно, потом и все такое прочее. Поэтому мы облегчали, насколько возможно это, и делали вот такие вот, такой вот полк, чтобы здесь не было никаких там разборок, сборок, а просто потом будет выдвигаться сидушка, и веничком вы здесь все уберете, у вас будет чисто и красиво. Поэтому, значит, подписываться я никого просить не буду. Всем, кому интересно, сами подпишутся и напишут комментарии, поставят лайки, дизлайки. Это уже по желанию. Все приветствуется. Любые комментарии, ну, если только там ребята, которые хотят пошутить, то я думаю, что они только зря потратят время, потому что могу сразу вам сказать, что, ну, я уже вырос с того возраста, с которого можно там какие-нибудь, значит, писать комментарии, чтобы меня зацепить, как-то обидеть или еще такое прочее. Ну, а всем остальным успехов в работе. Не теряйте время, потому что время с каждой секунды уходит, оно не прибавляется. И всем успехов. А баня вам принесет здоровье. Потом я буду рассказывать, какие я, значит, в бане применяю вместо покупных жидкостей, какие запахи, которые позволяют вам хорошо, значит, ну, создать такой живой ингалятор. Вот. И, значит, здоровья всем и успехов. Все, на этом все. Скоро встретимся. В этот бочонок, правда, все жидкости залить ну, никак не получится. Ну, ладно. Вот. Мы обычной кружечкой. Но на этом все. И до встречи. Всем пока.